Всем привет! Сегодня вы узнаете, как создавались популярнейшие песни Димаша Кудайбергена «When I've Got You» и «Smoke» прямо из первых рук. Беседа будет с автором слов из США прелестной Кэндис Келли. Итак, в беседе с редакцией Dimash News Кэндис рассказала, что родилась в Нью-Йорке, а в возрасте 2 лет переехала со всей семьей во Флориду, маленький городок Тайтусвилл. Далее она продолжает. Я привелась в школу своей мечты, чтобы получить степень бакалавра в области написания песен в Бостоне, штат Массачусетс, так же, как и наш продюсер Дмитро Гордон. О Димаше Кэндис узнала от своего друга и коллеги по проектам с Дмитро. Дмитро упомянул, что работал с Димашем и показал мне живой кавер на эпическую оперную песню из фильма-блокбастера «Пятый элемент». Конечно, мы все были потрясены его диапазоном и контролем над голосом. Я думаю, что моя челюсть упала на пол, когда я услышала его в первый раз. Мне посчастливилось встретиться с Димашем в студии, когда Дмитро предложил нам собраться и посмотреть, устраивает ли Димаша мой подход. Это была своего рода пробный вариант, чтобы понять, нравятся ли ему мои лирические идеи и стиль, поделилась Кэндис впечатлениями о первой встрече с Димашем. Кэндис рассказала, что перед началом совместной работы она посмотрела несколько живых выступлений Димаша в интернете, чтобы уловить его стиль. Однако именно новизна восприятия позволила ей иметь свежий подход к созданию чего-то отличного от того, что Димаш делал ранее. В свет вышли уже 2 песни Димаша, слова которым написала Кэндис. Композиция «Smoke» и «When I've Got You» впервые прозвучали на сольном концерте Димаша в Гонконге и сразу же вызвали бурю эмоций у поклонников. Мы поинтересовались у Кэндис, как проходила совместная работа над песней «Smoke». Димаш точно знает, как он хочет, чтобы его мелодии звучали и как он хочет их спеть. С его широкими вокальными диапазонами и сложными ритмами это определенно была интересная задача – подобрать каждое слово так, чтобы оно встало идеально. Как только Димаш одобрил нашу концепцию, я ушла в тихий уголок и начала писать. Я всегда делилась своими первоначальными текстами с Дмитро, и он вносил свои предложения, которые помогали мне добиться того, чтобы слова ложились красиво, и при этом убедиться, что текст будет приемлемым для демографической группы слушателей Димаша. Дмитро, способный преодолеть языковые барьеры, стал огромным подспорьем для успеха песни. Димаш был гибок с концепциями, и я очень рада, что он чувствовал, что может доверить мне свои песни. Песня «Smoke» была написана с мыслью о том, что он хочет создать атмосферу плохого парня или гангстера. Don't play with the fire. Don't play with the fire. Don't play with the fire. Ready for the smoke. И снова он дал мне свободу взять этот визуальный ряд и работать с ним, учитывая, насколько ответственно Димаш относится к каждому решению, касающемуся его песен. В моих планах было предоставить мужского персонажа Смок, который предупреждает всех, кто попадается ему на пути, что с ним стоит считаться. Это касается и его любовных интересов. Он не утверждает, что спасает вас или будет с вами хорошо общаться. Совсем наоборот. Это скорее предупреждение. Входите на свой страх и риск. Персонаж открыто говорит о своих намерениях и о том, чего вам следует ожидать. Он плохой парень,
и он определенно разобьет вам сердце. Сравнивая Smoke и песню When I Got You, мы поинтересовались у Кэндис, эти произведения из одной оперы или совершенно разные вещи. Главный герой текстов – это Димаш, его альтер-эго, или это отдельная вымышленная история без привязки к личности. Хотелось бы думать, что в Димаше есть еще больше, чем мы все видим до сих пор. Каждая песня демонстрирует другую сторону или, возможно, характер. Выступления Димаша волшебны и переносят слушателей в разные миры их воображения. Я думаю, что он продолжает делать это и с новыми песнями. Его многогранность – одно из его главных достоинств. Мне больше нравится персонаж из фильма When I Got You, потому что в нем показан мужественный человек, который демонстрирует свою маленькую уязвимость перед возлюбленной. Для меня, как для женщины, эти маленькие моменты уязвимости – самая большая форма близости, пояснила Кэндис. Также Кэндис рассказала о работе над некоторыми акцентами в текстах, имеющими особенное значение. Я не присутствовала при записи вокала, но Димаш очень умный и смог исполнить каждую строчку с тем намерением, которое я предполагала. Я всегда стараюсь добавить в тексты несколько жемчужин для тех слушателей, которые их действительно слушают. В один из моментов нам пришлось задуматься над словами «A Gateway to Heaven» из «When I Got You». Мы должны были убедиться, что не хотим ассоциировать эту фразу со смертью или умиранием, как это принято в некоторых культурах. Мы также должны были учесть сильное религиозное влияние аудитории, ведь в разных частях света оно может быть разным. В финале нашей беседы мы поинтересовались у Кэндис, есть ли задумки на продолжение совместной работы с Димашем. Я бы с огромным удовольствием продолжила работать с Димашем. Мне нравится работать с международными артистами, нравится расширять свои знания о разных культурах, потому что это может изменить подход к написанию текстов для определенной аудитории, подчеркнула Кэндис. Это был материал с канала Димаш Ньюс. С вами был Петр Грик. Спасибо за внимание. Всем счастья и здоровья. До следующих встреч на каналах о творчестве Димаша Кудайбергена.